многих людей нет выбора, в том числе Господь, помоги. Да, мы начали церковь в Санта-Крузе, мы хотели иметь общение. Если была бы церковь, куда я мог пойти, я бы пошел. Вы знаете, иногда я иду домой, просто хочу расслабиться. Но для моих детей, я хочу, чтобы мои дети были с лидерами, с людьми, с духовными тусовками, в общении церкви. Но эта церковь, это никогда не найдешь место, где ты полностью согласен во всем. Это больше насчет общения, объединения, и отношений, и обмены друг с другом. Но это не давление, что ты должен идти в церковь, что ты не духовный, если ты не идешь. Это хорошо иметь общение друг с другом. Иногда бэбиситер няня, это хорошо иметь общение с верующим. Я думаю, что это очень важно, общение духовное. Особенно если вы находите в общении, но есть ребята религиозные, они не понимают единения с Богом. Это очень хорошо иметь пару ребят на благодати, которые могут заквасить других. Вы знаете, у нас была веб-конференция когда-то. Мы делали это, потому что здесь было много разбросано разных верующих, у них есть церкви, но их выкинули или их не приняли. Но хотя бы собрать этих ребят в онлайне хотя бы, на семинаре. Я думаю, что это важно, иметь общение с людьми и общение. И это очень сильная вещь. Если вы в церкви, может быть, они на разных пониманиях богословских или на Бога кричите. Самое главное, чтобы они не контролировали тебя и не насиловали как-то духовно, не манипулировали, тогда ты можешь оставаться там. Не чувствую это ложное обязательство, что ты должен быть. Или и также не играй в героя, что ты спасешь церковь там от религии, от ада. Если есть церковь, куда я могу пойти, мои дети стали ходить в городе с детьми в одну церковь, и я знаю, если бы я не пошел, то мы были бы выкинуты. И она все еще нашла. Обнаружила, кто я. И они отлучили мою жену и детей от молодежной встречи или служения. Но ребята выкинули меня, потому что я не соглашался в идее о наказании замещения, теории искупления. Но я люблю общение с людьми. Иногда я люблю литургию, такой покой, не всегда это харизматическое такой подогрев и крик. Но это просто образ, стиль, это просто каждому свое. Но я думаю, удивительно есть, когда мы соединяемся, и мы имеем общение. Но многих людей нету, скорее всего, церкви или общения, собрания, основанное на Евангелии или благодати. Я думаю, что это здорово общение с верующими, но если у тебя нету такого, тебе не нужно себя мучить. Есть благодать для тебя в том месте, где ты находишься. А я являюсь плохим примером. Может быть, я оскорбляю других христиан, то, что я плохой пример, я плохо себя веду, неправильно. Не думай о том, что люди думают о тебе. Не переживай. Ты где живешь в Эстонии? В Тарту? Это южная... Maybe 120 kilometers. Oh, that's nothing. You guys can start. Это ничего, ребята. I think now we will go tonight. Они живут в Санкт-Петербурге. Yeah, come to Silme, Norma, and Tallinn. Just migrate to Russia. Просто вот тебе реклама, объединись с этими эстонцами и с другими. Твои течения, твое учение пересекается с учением других мистиков? Или ты находишь, что есть просто схожести какие-то в учении? Yeah, I think so. I mean, I think, I think with a lot of mystics, and I was mentioning this a little bit last night, like when you read the mystics, a lot